Этой весной мы решились на эксперимент. Завели первую семью пчел. Без опыта, но с большим желанием попробовать себя в пчеловодстве. Сначала у нас был всего один улей, сейчас уже 3 семьи. Правда, до осени дожили только 2. Об этом расскажем немного позже. Но сегодня особенный день. Мы собираем первый в нашей жизни осенний урожай меда. Мы вам покажем, как все происходит от уля до баночки. А еще приготовим кое-что вкусненькое прямо с нашим свежим медом. Ну и в конце мы обязательно вам расскажем, сколько же меда нам удалось собрать всего за один сезон. Попробуйте угадать в комментариях. Чуть-чуть меда здесь. Кстати, наверное, у многих трудолюбие ассоциируется с работой пчелы. И это не зря. Потому что, чтобы сделать всего лишь 1 чайную ложку меда, пчеле нужно облететь около 7000 цветков. Это, по-моему, впечатляет. И поэтому, кстати, летом рабочая пчела живет всего около 40 дней. Хотя в зимний период она может прожить до 8 месяцев.
А еще нам очень интересно было узнать, что мед не имеет срока годности. Вот такой вот интересный факт. Даже ученые находили мед в египетских пирамидах, которым там более 3000 лет и до сих пор был пригоден к употреблению. Тоже так, пускай это будет. Видишь, он здесь мед сожрали. Так, вот 9 рамок мы взяли. Обычно на этом этапе мед откачивают с помощью медогонки. Но наша история пошла немного по-другому. Один из наших подписчиков подарил нам вот такую медогонку. Ей, наверное, лет 50, целая реликвия. Мы попробовали привести ее в порядок, чистили, замачивали, пробовали разные средства.
Но, к сожалению, сетки для рамок оказались в таком состоянии, что восстановить их не удалось. Ржавчина въелась слишком глубоко. Поэтому в этом году мы собираем мед без медогонки, прямо в сотах. А эту красавицу пока отложим. Может быть, что-то придумаем, может быть, что-то подскажут нам дорогие подписчики. И как-то получится вдохнуть в нее новую жизнь. Они, правда, не полностью запечатанные. Они как-то так делают странно, пчелы. До центра у них открытые соты, они из них кушают. А вот эти верхние как про запас, они их запечатали. Хотя уже сентябрь, очень странно. Может быть, здесь в Грузии они попозже начинают запечатывать. Будем мы соты складывать в банки. Давить мы в этот раз не будем, а так вместе с сотами срежем аккуратненько и в банках будем хранить. Такие вот банки у меня разных размеров. Какие-то 0,5, какие-то вот литровые. Вот. Что-то будем отдавать гостям, дарить, что-то себе. Посмотрим, сколько у нас получится здесь меда. Банки я уже помыла. Они должны хорошо просохнуть, так как мед не любит лишней влаги. Вот. Сейчас буду их дополнительно еще протирать салфеткой, чтобы уж точно не было капелек воды. Вкусный? Да. Вкусно, да?
Сейчас хочу сразу запаковать вот так баночки, чтобы было красиво. Если вот так кому-то дарить, гостям, родственникам. Вот. Поэтому сразу запакую, чтобы взял и подарил. Готов. Ну что, теперь самое время пробовать наш первый осенний мед. Какие аппетитные соты. Такой вкусный, густой, тягучий, очень ароматный. И чувствуется такая цитрусовая нотка. Ну, такой мед, мне кажется, точно в магазине не купишь. Да, особенно вот эти соты добавляют своей уникальности, да, когда их жуешь. Да, в них еще кусочки перги, да, которые очень полезны. Остатки. Она такая кисленькая, да, еще получается? Да, Угу. очень вкусно. А теперь подведем итоги. Получилось у нас закрыть 12 банок литровых, вот таких вот банки с медом, с сотами, залитыми медом, и 8 баночек 0,5. И общий вес получился 20 килограмм 500 грамм. Да. Всего семей у нас 2. Да, то есть получается не так плохо, да, с семьи. Ну, Одна мне кажется, более да. сильная, да, другая чуть-чуть послабже. Плюс еще мы собирали ранний весенний мед. Да, тоже. Там, по-моему, 6 килограмм еще было. Да, 6 килограмм. Но у нас была одна семья. Да, у нас была одна семья. Поэтому мы считаем, ну, для первого результата, наверное, неплохо, можно и лучше. Ну, пока какой опыт такой, какой имеем, такой имеем. К сожалению, третью семью мы потеряли. У нее появилась болезнь каменного расплода. Такие мумифицированные куколки, личинки. И вся семья погибла. А впоследствии, так как семья слабая, еще завелась восковая моль. И, так сказать, добила уже семью окончательно. Да. Ну, это грустный опыт, но все же опыт. Надеюсь, в дальнейшем мы будем теперь знать и бороться с этими болезнями в самом начале. И не доводить семью до такого состояния. Да, скорее всего, это из-за того, что у нас висела здесь ткань, и избыточная влага проникала в семью, в улей, и вот возникла вот такая болезнь. То есть мы уже потом впоследствии, отматывая назад, это поняли. Теперь будем как бы, ну, чуть-чуть умнее, уже тряпку не будем использовать, будем мешковину использовать или что-то такое. Что не впитывает влагу. Что не впитывает влагу, да. Да, спасибо нашим пчелам за такой богатый урожай. Интересно, что можно вкусненькое с этого приготовить? Ну, есть у меня одна идея. Угу. Пойдемте, вам покажу. Интересно. Вы, наверное, уже догадались. Я готовлю медовик.
Готовится он очень просто, а получается очень вкусным, нежным и пропитанным. Давайте вам покажу, как я это делаю. А подробный рецепт этого тортика я, как всегда, оставлю в нашем телеграм-канале, который можно найти прямо по ссылке в видео или в описании под ним. Ну а пока наши ароматные коржи выпекаются, хотим вам рассказать про одну классную фишку, которая реально экономит время. Знаете, раньше, чтобы придумать пост или контент-план, мы тратили полдня. Сидишь, думаешь, что написать, где картинку взять. А сейчас просто пишешь запрос нейросети, и через минуту готов текст. Пока пьешь кофе, оно уже все сделало за тебя. Можно даже картинки и видео создавать автоматически. Красиво, быстро и бесплатно. Чтобы все это освоить, мы нашли бесплатный 5-дневный курс от Михаила Христосенко. Этот человек уже 6 лет обучает экспертов и предпринимателей работать с нейросетями. И более 100 тысяч человек прошли его программы. На курсе учат делать контент для соцсетей за 5 минут. Искать дополнительные источники дохода, а также успевать в 2 раза больше, не имея практически никакого опыта в IT. Все объясняется простым языком, что даже новичкам понятно. Хотите научиться делать контент за 30 секунд и увеличить свой доход? Тогда переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь. Свой собственный мед. Ну да, да. Наташа. Ты петух тоже хочет.